8 октября 1871 года пароходы в заливе Грин-Бэй идут вдоль Висконсинского берега и гудят сиренами, как в самый плотный туман. Тумана нет. Капитаны держат курс по стрелке компаса, потому что берега не видно уже вторую неделю. Над водой стоит дым, и он тут настолько привычная деталь октября, что о нем пишут в судовых журналах ровно так же, как о ветре. К утру 9 числа от города Пештига останутся печь для обжига кирпича и один недостроенный дом. Страна узнает об этом на третий день. Через 70 лет этой ночью займутся военные инженеры в Лондоне и Вашингтоне. Осень и зима 70-го вышли сухими. Весна – суши. Лето 71-го поставило рекорд по этой части страны. С июля по сентябрь над регионом стоял мощный высотный гребень. Температура держалась выше нормы от центральных равнин до верхнего Среднего Запада. Реки обмелели настолько, что бревна не шли по воде и лежали штабелями на берегах в ожидании дождя. А болота высохли так, что местные племена не смогли пройти на каноэ к своим полям дикого риса. Сосны в этих лесах поднимались за 30 метров при толщине ствола почти в метр. Под ними лежал слой хвои, коры и вершинника, которые лесорубы бросали там, где валили. Вывозить это было дорого и незачем. Огонь тут работал инструментом. Землю под пашню расчищали так. Валили лес, ждали, пока порубочные остатки подсохнут, и поджигали перед осенними дождями. Зола удобряла почву, поросль уходила. Строители железной дороги на верхний полуостров Мичигана жгли то же самое вдоль полосы отвода и оставляли гореть у путей. Обычно такие костры доживали до первых ливней и гасли сами. В 71-м ливней не пришло, и к октябрю эти очаги тлели уже не сверху, а в подстилке, там, где корни и торф держат жар неделями. Капитаны на заливе перешли на сирены. Наблюдатели военного поста в форте Эмбаррас несколько дней подряд отмечали в журнале погоды густой дым, а бригады на дороге продолжали жечь порубку, потому что октябрь для этого и существовал. Сам Пештига стоял примерно на 17 сотен жителей и работал на дерево. Крупнейшая в стране фабрика деревянной утвари, лесопилка, склады, конторы. Дома от лак до кровельной дранки собраны из дерева, тротуары дощатые, дороги за городом выстелены расколотыми бревнами, улицы засыпаны щепой и опилками, дрова сложены у стен на зиму, матрасы набиты опилками. Если специально проектировать населенный пункт как топливо, получится примерно то же самое, только менее убедительно. Построил все это Уильям Огден, первый мэр Чикаго и человек, которого в прессе называли «железнодорожным королем Запада». Он скупил тысячи гектаров висконсинского леса, поставил в Пештиго лесопилку и фабрику деревянной утвари, крупнейшую в стране, завел боржевую линию до Чикаго и продавил строительство железной дороги к своему производству. 8 октября 1871 года у него сгорело и то, и другое. Дом и дела в Чикаго, и весь лесной бизнес в Висконсине. За одну ночь в двух разных пожарах. Личные потери Огдена в этих двух пожарах оценивали больше, чем в $2 миллиона того времени. 6 октября приходский священник Питер Пернен, француз, служивший в Пештиго и соседней Маринет, увидел в лесу, как сам собой загорелся пень. Ни искры рядом, ни костра, ни человека. Пень затушили, и Пернен записал это как странность, потому что объяснения у него не было, а в те же дни со стороны леса шел ровный низкий шум, который он сравнил с движением множества повозок и составов. Тревога в ту осень в округе все же была. Часть жителей начала закапывать в землю то, что жалко потерять – сундуки, посуду, бумаги. За воскресной службой 8 числа Пернен говорил прихожанам про осторожность с огнем. И в его собственном пересказе видно, что говорил он это скорее по обязанности, чем по тревоге. Через 3 года Пернен издал свой рассказ отдельной книжкой, и она осталась главным документом об этой ночи. Городские записи, метрики и списки жителей сгорели вместе с городом, так что порядок событий мы знаем по памяти нескольких сотен человек, и подробнее всего по памяти одного священника. Читая его, я все время спотыкаюсь об одно.
Человек пишет подробно и ровно, почти протоколом. И только по мелочам видно, в каком он был состоянии. Он помнит, во что был одет, помнит чужую собаку, помнит, сколько шагов до воды, и при этом путается в том, сколько все это длилось. 8 октября термометр в форте Эмбаррас показывает за 20 градусов, что для октября на этой широте странно тепло. Реконструкция синоптической карты по сохранившимся журналам показала над центральными равнинами глубокий циклон. Он гнал сильный ветер с юго-запада, а к вечеру через регион пошел холодный фронт. Около 10 вечера ветер усилился. Когда этот ветер соединил тлеющие очаги в одну горящую площадь, над ней поднялась колонна раскаленных газов. Дальше пожар перестает зависеть от погоды и начинает делать себе погоду сам. Колонна работает как труба. Газы уходят вверх. К подножию огня со всех сторон затягивает свежий воздух. От этого горит сильнее. Сильнее горит, значит больше тянет. И дальше вся конструкция раскручивает себя сама. Внутри такой системы воздух закручивается, и по земле идут вихри огня, которые ведут себя как небольшие смерчи. Перни написал их одним из первых в истории наблюдений, хотя названия для явления тогда не существовало. Он писал про нечто вращающееся, что шло по земле и поднимало предметы в воздух. Денис Гесс и Уильям Лац, авторы книги про Пештига, приводят такие параметры огненного шторма. Пламя не ниже 1100 градусов, ветер от 175 км в час, диаметр очага от 300 метров до 3 километров. Раскаленный воздух впереди фронта поджигает дерево до того, как до него доходит само пламя. Влага внутри стволов вскипает и сосны разрывает изнутри, вершинами вперед. Четкой линии огня при этом не существовало. Восходящий поток подхватывал горящие головни и уносил их вперед, поэтому новые очаги вспыхивали в километрах от фронта, и человек мог обнаружить, что горит уже позади него. В подвалах и погребах, куда люди спускались как в самое надежное место, огонь выбирал кислород. Дерево при его недостатке давало угарный газ, и угарный газ горел синим. Про эти градусы стоит сказать прямо. В ту ночь никто ничего не измерял. Ни термометров на фронте, ни приборов, ни наблюдателей с секундомером. Все оценки температуры и скорости получены обратным счетом, по тому, какие материалы оплавились, какая масса сдвинулась с места и за какое время огонь прошел известное расстояние между известными точками. Поэтому цифры в разных источниках расходятся. Оплавленный колокол и оплавленный песок работают термометром грубо, зато однозначно. На город фронт вышел вечером и прошел его насквозь примерно за час. Пернин отметил вещь, которую позже подтвердили исследователи пожаров. Огонь перебрался через реку Пештига по мостам и по восходящим потокам и горел на обоих берегах одновременно. Уехать почти никому не удалось, и мешал воздух. По описанию Пернина, в нем одновременно висели песок, пыль, зола, искры, угли и дым. Глаза не открывались, дорогу приходилось угадывать. А на самой дороге повозки сталкивались, потому что каждый правил в свою сторону, и никто никого не видел. В сельских поселениях Шугар-Буш, к востоку от города, семьи теряли друг друга в пределах собственного двора. Рев фронта перекрывал человеческий голос, и договориться, кто куда бежит, было физически невозможно. На кладбище в Пештига у могил сегодня стоят таблички с историями отдельных семей, и в половине этих историй повторяется одна и та же схема. Разошлись на 20 шагов, дальше каждый сам. Часть нашлась утром, часть нет. Оставалась река. Она в том месте была шириной около 120 метров. Вода стояла обычная для висконсинского октября, то есть очень холодная, и в нее зашли примерно в 10 вечера. Не искупались, а именно зашли и остались. Над водой воздух был настолько горячим, что волосы и одежда на поверхности начинали дымиться, поэтому всю ночь приходилось окунаться с головой и поливать себя, а между заходами смотреть, как через реку летит огонь с одного берега на другой.
Рядом стояли лошади и коровы, которых никто не приводил и никто не выгонял. Люди держались там 5,5 часов, до половины 4 утра, и часть тех, кто дошел до воды, не пережила эту ночь от холода. Пернин потом написал, что самым опасным ему показался момент, когда опасность выглядела законченной. Те, кто вылез слишком рано, попали под второй прогон огня. Свой деревянный ковчег он вытащил из церкви, поставил в повозку и вкатил повозку в реку так глубоко, как решился, потому что глубже означало утопить содержимое. Ковчег был самый обычный, не крашеный, не герметичный. Утром его нашли в воде целым, дерево даже не потемнело. Прихожане говорили о чуде. Пернин записал и это, и то, что предмет простоял ночь в реке, а сам он в это время держался за повозку рядом. В деревне Уильямсонвилл на полуострове Дор в тот же час жители собрались на расчищенном от леса поле, рассудив, что гореть там нечему. На поле пришел огненный вихрь. Из 76 человек ночь пережили 19. Деревню не восстанавливали. В 1990 году Джозеф Моран и Ли Сомервилл опубликовали в трудах Висконсинской академии наук работу, где взяли геометрию этой расчистки, окружавшую ее стену леса, и показания выживших, и разобрали, как поток горячего воздуха над открытым участком мог свернуться в вихрь. Сегодня на месте деревни окружной парк, названный в честь смерча. Смерч был из огня. Работа лежит в открытом доступе, со схемами воздушного потока над этой поляной. Такие разборы я на канале делаю постоянно, так что если заходит, подписка тут будет к месту. Через залив Грин-Бэй огонь не перепрыгивал, хотя это до сих пор кочует по популярным пересказам и путеводителям по полуострову Дор. На другом берегу, у Нью-Фрамкина, начался отдельный низовой пожар, и уже он ушел на север до Стёрджен-Бэй. Совпадение по времени объясняется тем, что ветер и сухость были одни и те же на всей территории. Церковный колокол у Пернина оплавился. В земле остались вертикальные пустоты там, где корни выгорели на всю глубину. Отдельные участки песка спеклись в стекло. Железнодорожные вагоны нашли сдвинутыми и опрокинутыми. Остановил все это в итоге дождь, тот самый, которого ждали с весны, и пришел он к утру. Уцелевших строений в городе было два – печь для обжига кирпича и дом, который не успели достроить. Дом стоял из свежего бруса, не просохшего и не крашеного, то есть из единственного дерева в Пештига, в котором еще оставалась вода. Восточнее залива, в Шампионе, сохранились часовня, школа и монастырский дом сестры Адели Брис, вместе с несколькими гектарами вокруг, куда в ту ночь свели людей и скот. Католики считают это чудом. Пернин, услышав про уцелевший участок, поехал туда сам, посмотрел и написал об этом отдельную книгу, которую назвал прямо «Перст Божий здесь». На месте часовни сейчас национальный храм. Участок при этом был расчищен, стоял в стороне от главной оси ветра, и дождь дошел до него раньше, чем огонь добрал оставшиеся. Те, кто вышел из воды, были мокрые, замерзшие и почти без одежды. У многих несколько дней не восстанавливалось зрение, потому что дым и горячий воздух сожгли слизистую, и почти все кашляли. Пернин по своему рассказу тоже несколько дней плохо видел и вернулся в город, когда снова смог ходить. Телеграфные столбы были деревянные и сгорели в первые же минуты. Ближайший работающий телеграф находился в Грин-Бэй, примерно в 70 километрах, и новость о том, что региона больше нет, дошла до кабинета губернатора через 2 суток. Люциус Фэйрчайлд к этому моменту уже ехал в Чикаго помогать тамошним пострадавшим. В Мэдисоне осталась его жена Фрэнсис. Она перехватила вагон с одеялами и продовольствием, стоявший под отправку в Чикаго, развернула его в Пештиго и организовала по городу сбор постельного белья. Первые сутки регион разбирался сам, силами соседней Маринет. Дальше все пошло через Грин-Бэй, как через ближайший крупный город. Мэр Алонзо Кимбл разбил сбор помощи по городским округам. Тернер-Холл переоборудовали под временную больницу, а сам Кимбл стал казначеем комитета помощи пострадавшим от пожара.
Телеграммы и письма, которые пошли Фэйрчайлду в первые недели после этого, до сих пор лежат в архивном центре в Грин-Бэй. И по ним видно, как медленно страна понимала масштаб. Первым про Висконсин написал местный листок в Грин-Бэй, куда добрался корреспондент с описанием того, что осталось от Уильямсонвилла и Пештига. Крупная пресса подключилась позже. Материал в Нью-Йоркской газете вышел 13 октября, через 5 дней после события, когда Чикаго обсуждали уже неделю и собрали для него деньги по всей стране. Заголовок про огненного демона звучал сильно, но к тому моменту в Пештиго уже разобрали завалы и закопали то, что осталось от города. Точное число тех, кто не вернулся, не установлено. Приходские книги и списки жителей сгорели. Несколько поселений исчезло целиком, и опрашивать про них было некого. В журнале заседаний Ассамблеи Висконсина за 1973 год перечислены 1182 имени тех, кто не пережил ночь или пропал без вести. Но список составляли по опросу соседей, а соседей на этой территории местами не осталось вообще. В самом Пештиго по переписи 70-го года жило 1749 человек, и по оценкам примерно 800 из них ночь не пережили. Оценки по всей выгоревшей площади идут от 1200 до 2500, и я бы не стал называть точной ни одну из них. В одной общей могиле оказались останки более 350 человек, которых уже некому было опознать. Цифра до сих пор не закрыта. Общие захоронения на этой территории продолжают находить, и часть из них вскрывали уже в 20 веке. Скорее всего, потери в Пештиго выше, чем при Джонстаунском наводнении 1989 года, где счет идет от 2200 человек. Полоса вокруг самого Пештиго вышла шириной около 16 километров и длиной около 65. Всего выгорело от полумиллиона до 600 тысяч гектаров и около 17 населенных пунктов. Убыток посчитали в $5 миллионов того времени. В Чикаго той же ночью потери составили около 300 человек и больше 17 тысяч зданий на 8 квадратных километрах застройки. У Чикаго были провода, репортеры и телеграммы во все газеты страны. У Висконсина было 2 суток тишины. Горело в ту ночь не только в Висконсине. На другом берегу озера Мичиган огонь прошел через Холланд и Манисти. Отдельный пожар накрыл порт Гурон, и по совокупности мичиганских пожаров потери оценивают более чем в 500 человек при площади около 1 миллиона акров. Про корову миссис О'Лири, которая якобы опрокинула фонарь в сарае на Девакен-стрит в Чикаго, вы наверняка слышали. Репортер, придумавший эту деталь, потом сам признался, что выдумал ее ради текста. Причину чикагского возгорания так и не установили. Одновременность и породила версию, которая живет до сих пор. С 1883 года начали писать, что Чикаго, Пештиго и мичиганские города зажгли обломки кометы Биэлы, распавшейся незадолго до этого на глазах астрономов. В 1985-м вышла книга целиком про это, в 1997-м сняли документальный фильм, а в 2004-м инженер Роберт Вуд представил доклад в Американском институте аэронавтики и астронавтики, где всерьез считал энергетический баланс такого сценария. Комета для этой роли подходила подозрительно удобно. Ее в 1946 году астрономы увидели разделившейся надвое. В 1952 она вернулась двойной, а потом пропала совсем. И в 70-х годах 19 века про ее обломки писали много и охотно. Главной уликой сторонников версии были синие языки пламени, которые выжившие видели в подвалах. Синий цвет объясняли горением кометного газа. Синий цвет там был. Только это горел угарный газ в подвале, из которого огонь выбрал кислород. Улика, которую 100 лет предъявляли как след космоса, оказалась следом того, что пожар выил воздух. Ни одного надежного случая, когда упавший метеорит поджег бы что-либо на Земле, специалисты по метеоритам назвать не могут, и на это они указывали отдельно. Внешний источник огня в тот вечер и не требовался. Огонь уже горел, десятками очагов, неделями. Не хватало ветра. Ветер пришел вечером 8 числа вместе с фронтом. Во время Второй мировой войны Пештиго превратился из исторической катастрофы в учебный материал.
Сочетание рельефа, ветра, топлива и десятков разрозненных костров, которое собралось в ту ночь, называют парадигмой Пештига. Американские и британские специалисты изучали ее, чтобы понять, при каких условиях множество отдельных возгораний сливается в один шторм с собственной тягой. Искали они порог. Сколько одновременных очагов на площади нужно, чтобы отдельные пожары перестали быть отдельными и включилась общая тяга? Денис Гесс описывала это так. Строили масштабный макет из деревянных домов и проверяли на нем схему сброса зажигательных средств, подбирая такую, которая дает общую тягу. Эти расчеты потом применяли при налетах на Гамбург, Дрезден и Токио. Больше всего меня цепляет путь этого факта. Ночь, которую собственная страна не заметила, потому что вовремя не сработал телеграф, через 70 лет читали как инженерное описание. И читали внимательно. При этом на месте, в Висконсине, из нее не вынесли почти ничего. Эрик Радков в книге про американские леса замечает, что практики лесной промышленности после Пештига не изменились, а объемы вырубки выросли. Штат крупно горел в 80-м, 94-м, 97-м, потом в 1908-м, 10-м, 23-м, 31-м и 36-м. Потеря 200 тысяч гектаров леса за год считалась в те десятилетия рядовой цифрой. Огден, кстати, приехал в Пештига в ту же неделю и взялся отстраивать город на свои. Но фабрика деревянной утвари так и не открылась заново. А население вышло на прежние 17 сотен только к следующему веку. Сегодня в городе живет около 3500 человек. Сегодня в Соединенных Штатах Америки на крупный пожар выезжает отдельный человек с позывным метеоролога инцидента. Он сидит в штабе тушения, ведет прогноз конкретно по этому пожару и предупреждает расчеты о смене ветра за несколько часов. Профессия появилась потому, что фронт, который делает себе погоду сам, обычным прогнозом не описывается. Музей пожаров Пештига стоит на месте той церкви, которая сгорела вместе с городом. Внутри лежат оплавленный колокол, битая посуда, раскрытая Библия и деревянный ковчег, простоявший ночь в реке. Через дорогу поле с общей могилой и табличками, где написано, кто с кем разошелся во дворе 8 октября и кого нашли утром. В справочниках по поведению огня рядом с этими предметами живет термин «парадигма Пештига», и придумали его не в Висконсине. Напишите в комментариях, какая версия про синее пламя казалась вам убедительнее до сегодняшнего дня – комета или подвал без воздуха. И оставайтесь на канале, тут регулярно разбирают истории, где ответ выдают журнал наблюдений и геометрия участка.